Привет, армия! Прошло несколько дней с шоу W Корея, и просто поразительно, насколько потерянными кажутся некоторые люди. Каждый комментарий, каждая абсурдная теория и каждая попытка втянуть Taegukка в замешательство и ложь лишь доказывает, как мало они понимают их связь. Самое нелепое то, что Чонгука там даже не было. С другой стороны, Тэхёна связывали со всеми, кому посчастливилось быть рядом с ним. Его ставили в пару со всеми, кроме того, кто действительно его больше всего заслуживает, Чонгука, его настоящей любви. Больно видеть, как они искажают нечто столь чистое просто потому, что не могут принять нечто столь очевидное. Иногда мне кажется, что я понимаю, почему Чонгук решил порекомендовать именно эту песню I Can't Breathe. В этих словах есть что-то похожее на голос их душ, словно песня говорит о бремени, которое они несут, о постоянном давлении от необходимости скрывать любовь, которая кричит в каждом взгляде. А тем временем, вот мы наблюдаем, чувствуя себя беспомощными и злыми на несправедливый шум, который продолжает их окружать. Я бы хотел, чтобы все эти клоуны исчезли навсегда, оставив Taegukка жить в мире, свободном от подлых обвинений и ложных фантазий. Потому что это не вина Taegukka, что они любят искренне, это не вина Taegukka, что любовь настолько сильна, что она тревожит тех, кто никогда ее не поймет. Это не их вина, что две души находят и узнают друг друга среди хаоса. Но, конечно, когда любовь настоящая, всегда найдутся те, кто предпочтет отрицать это, чем признать, что они никогда не почувствуют что-то настолько сильное. Это не вина Taegukka, что они окружены людьми, которые искренне ценят и поддерживают его. Есть большая разница между дружбой и любовью, даже если многие этого не осознают. То, что объединяет Тэхёна и Чонгука, выходит за рамки ярлыков, за рамки внешности. Это чувствуется в их взглядах друг на друга, в маленьких жестах, которые, кажется, говорят на тайном языке, понятном только им. А потом наступил момент с Бадели. Отправка Тэхёна с одним из лучших друзей Чонгука оказалась почти провокацией тем, кто любит сеять смятение. Но то, что произошло, было так прекрасно, этот момент подтвердил истину, которую многие не хотят видеть. Тэхён улыбнулся со своей фирменной нежностью, его объятия были теплыми, искренними и честными, не романтикой, а привязанностью, уважением и дружбой. Но в глазах глупца все было искажено до дешевой истории. Бадели своей невинной реакцией неосознанно сделала то, что мало кто заметил, жест к заячьи ушки. Она словно говорила без слов: «Это правда, но ты все еще выбираешь быть слепым». И когда мир наполнен шумом слухов, именно самые простые жесты раскрывают суть реальности. Многие не понимают, что отношения Тэхёна и Чонгука построены на этих мелочах, на молчании, которое говорит громче тысячи заголовков, на взглядах, способных объединить всю Вселенную. Иногда я уверена, что карма все расставит на свои места. Ведь настоящей любви не нужно защищаться, время сделает это. И я всей душой знаю, что карма Тэхёна придет, она соберет все разрозненные осколки и поставит на место все сомневающиеся уста. Того, кто клевещет, карма поразит реальностью. Тем, кто сомневался, он покажет, что значит верность. А тем, кто верил, он напомнит, что все искренне пребывает, несмотря ни на что. Связывать Тэхёна со всеми, кто попадался ему на пути, будь то мужчины или женщины, чтобы создать образ нормального, было самым абсурдным поступком на свете, особенно учитывая, что этот человек был без ума от Чонгука с самого начала. Taegukka всегда был открытым, громким и искренним, они были геями и любили друг друга с такой силой, которую не каждый мог постичь. Отрицать правду было все равно, что смотреть на солнце и пытаться заслонить его сияние листом. Можно закрыть глаза, чтобы не страдать от его света, но солнце все равно будет светить ярче любого отрицания. То же самое было и с Taegukkom. Как бы ни пытались комики или недоброжелатели отрицать их любовь, им никогда не скрыть нечто столь очевидное, то, что исходит непосредственно от них самих, что они двое влюбленных мужчин и делают это с силой, пронзающей экран и сцену. Каждое невысказанное слово между ними несет эмоциональный груз, который можно почувствовать даже на расстоянии. Эту связь невозможно сфабриковать или спровоцировать. Такая связь возникает только тогда, когда две души узнают друг друга без слов. И все же есть те, кто упорно игнорирует ее, они скрывают правду пустыми оправданиями, делая вид, что то, что мы видим, нереально.
Пытаться скрыть эту правду не только бесполезно, но и почти жестоко, потому что Тэхён не просто часть любовного слуха, он символ мужества быть собой в мире, который пытается их ограничить. Им не нужно выражать это словами, потому что их язык – это жест, взгляд, безмолвные вибрации, которые остаются, когда они стоят слишком близко, искренний голос, которому не нужен микрофон, чтобы быть услышанным. Один из моих любимых моментов, который навсегда останется личным романом для многих, это когда Тэхён поцеловал Чингука в шею. Это был не просто момент фан-сервиса или спонтанная шутка, это было проявление инстинкта, страсти и истины, слишком большой, чтобы ее скрывать. Это не то, что нормальный мужчина сделал бы со своим лучшим другом перед тысячами глаз. Тэхён был тем, кто осмелился разрушить стену норм, он рисковал своим комфортом, возможно, репутацией, чтобы следовать велению своей души в тот момент. Он сделал это с нескрываемым трепетом, как тот, кто знал, что создает момент, который по-настоящему никогда не умрет. То, как он закрыл глаза и прижался губами к шее Чингука, было не просто физическим актом, это было безмолвное признание. В этот миг мир словно остановился, толпа померкла, звуки исчезли, и только они вдвоем остались на чистоте любви, понятной лишь им. Тэхён поцеловал его, и весь мир затаил дыхание. Поцелуй Тэхёна в шею Чингука был нежным, почти торжественным, но в то же время полным эмоционального напряжения, от которого по спине пробежали мурашки. Поцелуй словно сжал всю вселенную до одного крошечного мгновения. Казалось бы, простое действие, но оно несло в себе больше, чем 1000 признаний в любви, произнесенных вслух. А потом Чингук, он отреагировал так, как мог отреагировать только тот, кого по-настоящему тронули до глубины души. Робкая улыбка, которую он изо всех сил пытался сдержать, нервозность, пробегавшая по коже, легкая дрожь в руках, дыхание, которое, казалось, перехватило. Он был нежным ураганом эмоций, сладким беспорядком, вихрем чувств, которые он не мог скрыть даже под немигающим взглядом камеры. Его тело не умело лгать. Кожа реагировала. Глаза были свидетелями. Каждая секунда после поцелуя претерпевала небольшие, но важные изменения. Неконтролируемая улыбка, жар, разливающийся по лицу, взгляд, неспособный решить, отвернуться или остаться на орбите Тэхёна. Он выглядел уязвимым, но счастливым. Потрясенным, но смирившимся. Удивленным, но не желающим останавливаться. В этом и заключалась голая правда, язык тела никогда не лжет. Можно сплетать предложения, чтобы отрицать это, надевать маску, чтобы казаться сильным, даже строить историю, которая делает вид, что это просто фан-сервис. Но тело всегда говорит правду, которую не скажешь словами. На последнем слайде этого момента видно, как все тело Чингука реагирует на прикосновение Тэхёна, словно все его существо говорит что-то слишком священное, чтобы быть произнесенным вслух. Не было нужды в излишней интерпретации, его реакция была настолько чистой, слишком настоящей, чтобы ее можно было подделать. Это было безмолвное свидетельство любви, которую не нужно было понимать словами. Пытаться отрицать эту связь было так же абсурдно, как пытаться остановить восход солнца, закрыв глаза руками. Можно закрыть глаза, можно отвернуться, но свет все равно проникнет сквозь пальцы, согревая кожу без разрешения. Настоящая любовь не ждет чьего-либо одобрения. Любовь существует. Она дышит безмолвно. Она танцует в жестах. Она течет на расстояниях, слишком малых, чтобы быть случайными. Это вибрация, возникающая каждый раз, когда они становятся слишком близко без объяснений. И Тэхён, он и есть это солнце. Они – самое искреннее отражение того, что значит любить без страха, без ярлыков, без необходимости извиняться за искреннюю любовь. Потому что, в конце концов, когда сердце находит свое место, нет в этом мире силы, которая могла бы заставить его замолчать. В их истории любви нет ничего принужденного, все идет своим чередом, словно было предначертано с самого начала. И именно здесь многие спотыкаются, они пытаются понять Тэхёна с точки зрения простой логики, хотя на самом деле эти отношения основаны на глубине чувств, которую невозможно объяснить словами «дружба» или «привычка». Происходящее между Тэхёном и Чингуком – это не череда совпадений. Это не бессмысленное повторение, а устойчивый эмоциональный паттерн.
То, как они смотрят друг другу в глаза, как они утешают друг друга одним своим присутствием, как они отвечают на грусть друг друга, не спрашивая, все это форма языка любви, доступная не всем. Многие говорят, если они действительно любят друг друга, почему не говорят об этом? Но такие люди забывают, что любовь не всегда нужно выражать словами, иногда любовь более искренна, когда ей позволяют дышать в тишине. Красота проявляется только тогда, когда любви позволяют говорить через маленькие, искренние жесты, а не через громкие, спорные заявления.